Вау, вау, вау. По-моему, это что-то очень вкусное. Так. Спиннинг найдем, ребята. Всем привет. Точнее, доброго утра. У большинства людей, я думаю, утро начинается довольно-таки обычно. А я сейчас беру в руки отвертку, надеваю маску и ныряю, чтобы поправить датчик эхолота. Слишком высоко его поставил, на больших глубинах. Немного подтормаживает. Собственно, первично сегодня с утра уже нырнул, посмотрел. Да, относительно лодка действительно слишком сильно задран. Ну вот, надо немножко ослабить его, опустить и обратно закрутить. Вот. Ну, сейчас закончу с этим делом. Вот. И я думаю, рванем на рыбалочку. Вот, попробуем половить троллинг. Может быть, и джиггинг получится. Но гарантии нет, потому что сегодня, конечно, ветер разгулялся. Вот, к обеду будет еще сильнее. Вот. Ну, посмотрим. Как говорится, плохая погода для рыбака — это хорошая погода для клевой рыбы. Ну, вот это, собственно, сейчас пойдем проверять. Смотрите дальше. Хорошие новости. Я поправил датчик эхолота. Картинка огонь. Сейчас у нас бубочка проснется. Мы позавтракаем вот в этом прекрасном месте. Смотрите, какая бухточка. И прямо отсюда, я думаю, уже запросим снасти, потому что в эхолоте периодически попадаются такие каменные гряды. Вот, и они все облеплены рыбой. Вот, над ними тоже пройдем и пойдем уже на большие глубины, потроллим. Попробуем половить тунца. Вот, ну, я думаю, может, еще заглубителями какую-то другую рыбу тоже попробуем. Вот, смотрите, дальше будет интересно. Ребят, смотрите, специально поставил курсор, чтобы остановить картинку. Вот эта вот прибрежная зона получается вот этого островка. Но мы дальше не прошли, чисто кормой там вильнули. Вот, видите, вот это, получается, камни лежат, да, а в камнях вот такие вот стаи рыб. Ну, в предыдущих видео есть съемки со снорклингом. Вот, там, собственно, в камнях они действительно вот так вот забиваются. Вот, и поэтому, если кто хочет с маленькой лодочки половить, вот, то вполне себе. Ян, покажи расстояние от берега. Вот, расстояние от берега небольшое. Вот. И в целом можно заброситься на вот такие острова, вот, встать с палаточками. Просто великолепно. И здесь рыбачить. Туда прям вот в эти расселины, если опускать приманки, вот, я уверен, рыба будет. Ну или можно попробовать поохотиться с подводным ружьем. Ну это на любителя. Завтрак готов. На плиточке быстренько сварганили с сырком. Вообще обалденно, ребят. Офигенно, когда в катере есть холодильник. Вот, потому что можно загрузить туда продукты. Да, он, конечно, не очень большой, но там овощи, холодные напитки, яички вообще входят туда просто без проблем. Но с утречка можно классный завтрак съесть. Сейчас мы перекусим. Спрятали здесь за островом. Вот. Ветер, по идее, должен немножко стихнуть, и потихонечку уже пойдем. Но волна, я думаю, сегодня все равно будет приличная. Вот, так что все будет болтать. Вот, если камера тоже будет болтать, вы уж не обессудьте. Мы не виноваты, сегодня такие погодные условия. Всем хорошего дня и приятного аппетита. Кстати, мы тут обратили внимание, что вот недалеко от Пхукета, да, поточнее недалеко от Равай, есть глэмпинг на пляже, представляете? Вот, я не думал, что это направление дошло до Таиланда, вот, а тут, пожалуйста, вам корабли подходят, народ высаживают, видимо, там какая-то есть кафешка, вот, а чуть правее от пляжа находятся палатки, надеюсь, вам видно. Вот, можно здесь приехать, соответственно, видимо, как-то бюджетно жить. Так что имейте в виду, Пхукет, район Равай, напротив Равай островок, вот, тут есть глэмпинг. Смотрите, какие острова мы проходим. Просто обалденно. Вообще красотища. Вот, а путь сейчас держим вон туда вот. Сейчас троллингом пройдем между вот этими двумя островками слева. Вот, там в таких местах бывает, рыбка задерживается. И дальше все открытый океан, точнее, извиняюсь, Андаманское море. Вот, там уже будем сейчас выходить на глубины. Вот. Ну и посмотрим. Очень, честно говоря, хочется сашими. Вот. Ну, если, собственно, поймаем, я, ребят, сразу вам покажу наш стол. Сашими обязательно будет. Так, снасти заряжены. Зарядил 2 больших спиннинга, да, с мультами. Серьезные такие агрегаты. И 2 спиннинга с тестом до 200. Вот.
на них поставил приманки на тунца. Ну, там, если видно, по воде скачут такие имитации летучей рыбы. Вот. А большие спиннинги поставил с двумя заглубителями. Туда повесил блестки. Такие колебалочки. Одна полегче, другая потяжелее. Вот. Самое интересное, что полегче блесна как-то лучше, стабильнее идет, а более тяжелый он из воды постоянно выбрасывает. Ну ладно, посмотрим. Ну сейчас, наверное, скорее всего поменяю, конечно. Вот. Но посмотрим, что будет. Вот. В целом погода неплохая. Волна стала поменьше. Честно говоря, я был до этого на хорошей волне. Хотел, честно говоря, пройти еще раз, проверить просто, волну клюет или нет. Вот, предыдущий раз клевала. Ну да ладно, все равно приятнее идти, когда волнишка такая сладенькая. Так что ждем поклевку, ребята, ждем. Ну, на один из спиннингов я сейчас поставлю вместе с заглубителем. У меня вот такие здоровые куосама валяются. Вообще просто здоровенные. Не знаю, там больше... Эта блесна больше там, 35, наверное, 40 грамм весит. Вот. Но я думаю, для моря то, что надо. Она, конечно же, медяшечка такая, я ее наждачкой потер. Вот. Все вот эти окисления зеленые я снял, но не до конца все равно, видите, не блестит. Но вот эта сторона вроде поблескивает. Вот, по идее, вот так будет играть. Вот. Рыба увидеть должна. Вот. Реагирует ли или нет, это я не знаю, но просто интересно попробовать. Вот. Щучья блесна, будет ли она ловить на море. Ой, ребят, смотрите, какие бугры под водой проходим, да, вообще обалденно. Это мы сейчас только выходим в море, по сути, в открытое море. Вот. И вот тут вот видно, что они все рыбы облеплены. Класс. Ребята, у нас новый капитан. Иланочка. По прозвищу Бубочка. Смотрите, смотрите, она выруливает там. О. Ладно, правее бери, направо, направо. Сильно слишком крутанул. Еще давай направо. Я просто подсказываю. Так что все, ждем рыбу, ребят. Если рыба клюнет, знаете, кто ее поймал. Ребят, для тех, кто с мультами никогда не ловил, вот, подскажу одну классную штуку, которая есть, ну, по крайней мере, вот у таких крупных мультипликаторов. Вот, вот такая вот защелка. То есть, если вы ее убираете, да, то резко выходит с катушки, но без щелчков, да, а так вы включаете, получается, вот эту трещотку, да, и когда рыба клюнет, вы услышите вот этот треск, но его сложно не услышать, там прям паровоз такой разматывает. Вот, поэтому функция очень полезная, вот, особенно если небольшим числом людей, скажем так, идете, ну, там, вдвоем, условно говоря, вот, то можно и пропустить поклевку, у меня такое бывало, вот. Поэтому мульты вещь хорошая, но только на крупную рыбу, вот. 1-2 килограмма, мне кажется, лучше ловить все-таки на мясорубку. Ну, больше кайфа. У меня Лана спросила, а как держать прямой курс. Вот, я как раз ей сейчас решил объяснить, что я вот пользуюсь следующим методом. Соединяю между собой 3 точки. Одна точка — это, получается, мои глаза, да? Вторая точка — это нос катера. И третья точка, да, это куда вы идете. То есть в данном случае мы идем ровно посередине между вот этими двумя островами. Да, соответственно, Ланочки, вот если она смотрит, получается, с этой позиции, да, надо вывести нос, да, налево, еще налево. Так, все, а то сейчас слишком сильно уйдет направо. Да, надо, получается, выровнять нос относительно середины этих двух островов. Все, сейчас, вот, нос ровно. Все, сейчас мы будем проходить мимо великолепных мест, я вам обязательно покажу. Лана, просто так-то руль крутить не надо, а? Руль-то надо крутить, если, соответственно, мы с траектории движения, да, с курса уходим. Ну-ка, давай, покажи, как ты умеешь. Давай, давай, ну-ка проверим. Вот, смотрите-ка, молодец, вы представляете, ей 6 лет. Молодец. Смотрите, смотрите, портится прям вовсю, но курс держит примерно хорошо уже. Умничка. Смотрите, какую красотищу проходим. А? Ну разве не бомба? Ребят, там сейчас Бубочка правит за рулем. Я вот здесь присел на носу. О, Яна подошла. Да, потому что это дело небезопасное. Просто, конечно, красотища. Вот. А мы туда
вон туда. И сейчас чуть правее возьмем. Вот, там уже глубины солидные. Туда вот дальше глубины уже начинаются 100 метров, 200, 300, 500, там и до 800, собственно, можно дойти. Вот, но это, наверное, надо на пару дней идти. Вышли на глубины 40 плюс. До этой глубины пока поклевок не было. Ну, возможно, одна была, как бы рыба тыркнулась. Вот, но на крючок не села. Ну, это ладно. Сейчас, в общем, идем на скорость 15 км в час. В принципе, для тунца должно быть самое то. Вот. Я думаю, может быть, вот эти боковые еще снасти вот на вот этих вот здоровых спиннингах. Еще немножко подальше отпущу, там стоят флешеры, которые хорошо блестят, рыбу привлекают. Я периодически иногда даже отсюда вижу, прям вообще обалденно. И блесны еще стоят, тоже дополнительно привлекают. Ну, рыба может и на них клюнуть, вот, а может на них выйти, а плюнуть на вот этих вот кальмарчиков, которые у нас вот там вот гирляндой за имитацию вот этих цветущих рыб тащится. Постараюсь показать вам сегодня, как эта вся конструкция выглядит. Решил показать вам, насколько удобно работать с мультипликаторными катушками. Смотрите, мне вот, чтобы отпустить дальше приманку, вот, я просто делаю сброс, все, и как бы таким образом регулирую натяжение. Вот, и слежу, насколько она у меня уходит. Вот. Могу быстрее, могу медленнее, но быстро особо не стоит, потому что вдруг борода как бы и так далее, сидеть все это распутать никакого желания нет. Вот. Все. И смотрю, куда убегает моя приманочка. Сейчас вот подальше ее вот так отпустил, думаю, достаточно. И обязательно проверяем натяжение, да, чтобы натяжение было, но рыба могла, если что, стащить, если попадется. Вот. И я думаю, фрикциончик чуть-чуть здесь можно подтянуть. Вот. Все, если клюнет, будет вот такой вот треск. Все отлично, ждем. Вот. Ну, на второй уж настрою, сейчас показывать не буду. Ну, пока ждем клев рыбы, можно съесть и арбузик. Вам тоже приятного аппетита. Ребят, так сижу, ножки водой окатывает, ем арбузик, смотрю, как наши приманочки по воде скачут. Погода великолепная. Сегодня, вот видите, есть небольшая волна, но вообще не мешает. Когда на скорости идешь просто, ну даже незаметно. Кайф, честное слово, один кайф. Ребята, кого-то мы дождались. Так, сейчас проверяем. Ну вообще там кто-то в воде поблескивает, вы видите? А я вижу. Вау, вау, вау. По-моему, это что-то очень вкусное. Так. По-моему, это... Так. Спиннинг кладем, ребята. Вау, это макрель. Макрель? Ой. Нет, это не макрель. Офигеть. А что это за рыбина? Ну, конечно, надо было в рундук положить ее. Вот, ребят, но поверьте, я просто настолько рад, что пофигу, пусть по полы ляпает, ничего страшного, все отмоем. Тут водой окатила, она стекает вообще без проблем. Вы посмотрите, какие у нее зубы. Охренеть. Охренеть, ребята. А? Рыбешка. По хлебальничку мне дала. Вообще мощная рыба, конечно. Она просто, она уже устала на вываживании, но она еще и здесь дергается. Офигеть. Смотрите, зубы какие. Вы гляньте. Мне аж страшно туда засовывать. Смотрите. Вот это зубище. Да она перекусит вообще что угодно. Обалдеть. Ребят, ну сегодня сашими, сегодня барбекю у нас обязательно будет. Сейчас давайте я в рундук все это забрасываю и идем ловить дальше. Ура, рыба! У-ху! А если мы рыбу поймали, да? Сейчас вам Ланочка покажет, как надо мыть полы в катере после поимки рыбы. Если вы ее не в бокс для рыбы положили, а зачем-то забросили в кокпит. Так, Ланочка, давай, показывай. Вот и все. Да, вот и чистенько.
Все, молодец, молодец. Сейчас такой паровоз был, думаю, вот это махина. А, видимо, сеть зацепили. Вот, как леску начало выдавать. Да. Вот, ну, все, в общем, одну как бы оснастку оторвал, к сожалению. Вот. Я различных там купил и так далее. Вот это ловисто было жалко, конечно. Но таких я прикуплю побольше там с запасом, потому что, не знаю, штук 10 куплю сразу, может 20. Вот. Обидно. Сейчас придется пока с одной оснасткой идти. Но мы сегодня вышли в час дня только. Вот. Поэтому дай бог сейчас успеть дойти до каких-нибудь глубин побольше. Приготовить рыбку, искупаться. Да я думаю, потихонечку обратно пойдем. Вот. Но обратно тоже половим. Вот. Ну или как второй вариант, можно поджиговать. Поджиговать тоже, конечно, интересно на хорошей глубине. У меня есть классные стикерочки, вот такие 100-граммовики с флуоресцентной краской. Вот. Они подсвечиваются немного там на дне. Но в целом уже проверено, рыба на такие реагирует. Ну ладно, посмотрим, как сейчас будет получаться. Вот. Главное, что рыба поклевывает, погода офигенная, вот. Настроение отличное. Смотрите дальше. Сейчас будем разделывать рыбу, но еще раз хочу показать вам, ребят, смотрите, какие зубищи. Просто гляньте. А? Обалдеть. Не дай бог, вот пальцы вот попадут в такой рот. Это, как говорится, очередной безжалостный морской хищник. Такие, не знаю, мне кажется, клыки только у дракона бывают. Ладно, шучу. Сейчас будем разделывать. Покажу, как разделать. Будем делать сашими и барбекю, ребята. Вот. А остатки рыбы сейчас закинем в воду, вот, как вместо живца, как говорится. Вполне вероятно, что пока будем все это дело поедать, бахнет какой-нибудь донный морской хищник. Смотрите дальше. Ребят, здесь на этой рыбе чешуя довольно-таки слабенькая, поэтому я ее предварительно снял. Но это все умеют делать, ничего особенного. Вот, как зафилировать? Вот так вот. Ну, обратите внимание, мясо заходит еще в голову рыбы, да, поэтому вот так вот запускаете туда нож, да, и подрезаете. И точно так же заходите под нижний плавничок. Все. Да, то есть мы, получается, вдоль жаберной крышки, вот, дело подрезали. Вот, то же самое с другой стороны. Под плавничок, да, и вдоль жаберной крышки. Вот, все, готово. Теперь углубляем нож в мясо, да, и вот такими движениями на себя мясо с нее снимаем. Если что-то остается, еще раз повторюсь, не критично, потому что мы это забросим в море на хищника. Вот. Самые жирные куски мяса все равно мы сейчас отрежем. Так, если неудобно, надо перевернуть. Так. Так. Ну, ножик, естественно, надо было поточить перед тем, как все это дело филировать. Ну, вот, получается, такие у нас филешки. Здесь то же самое. Так. И режем дальше. Главное, следите за остротой ножа. Вот у меня вот нож туповатый, ну, вот, я, как обычно, немножко тороплюсь. Хочется и рыбки попробовать, и сашими, и барбекю, и на джиг половить, ребята. А для этого надо с утра выходить. Вот. Но так как сейчас всякие там съемки роликов, обзоры, такие моменты по катеру, что-то хочется улучшить, доработать, вот, то с утра занимаюсь этим, а потом уже на рыбалочку. Но ничего, скоро времени будет больше, поэтому смогу ходить с утра. Даже повезло, если корка, но ее очень мало. Вряд ли мы сидим. Так, ребят, вот это не выбрасываем. Да, это у нас сейчас пойдет все в воду. Вот. Таким образом надламываем хребет, да. Кусочками можно нарезать, но, на мой взгляд, самое главное — это голова. Вот. Голову можно точно закинуть, прямо так вот пополам. Ее разрубаете. Как раз будет на 2 спиннинга. Вот. Вот такие 2 куска. Сидеть будет обалденно. Вот. Мясом воняет. Если кто-то будет проплывать, то по-любому хапнет. Вот. Ну, эту штуку тоже можно оставить, пригодится, если клевать будет. Сейчас мы ее пока временно обратно в сундучок. Вот. А вот эту филешечку сейчас я нарежу, да. И дальше вы увидите, как мы делаем сашими из нее и приготовим барбекю.
сашими. Ну, может она как по вкусу мясо и подходит для сашими, но очень много костей. Вот. Поэтому, мне кажется, она больше подойдет для барбекю. То есть ее запечь, кости отойдут, соответственно, да, и будет удобненько есть. Поэтому я просто такими стейками ее нарежу. Вот эти кусочки опять-таки оставим на наживку. Вот. И вот такими кусманами мы сейчас ее на барбекю, я уверен, прекрасно с соевым соусом запечем. Ну, ребят, смотрите, как классно. Я разместился вот на этом великолепном рундучке. Волны, не волны, вообще все равно. Вот. А барбекю, кстати, можно выше, ниже, но сейчас не нужно, я сел как раз. Класс. Вот, и все. Беру рыбку и выкладываю на барбекюшку. Кстати, классно, здесь есть защита. Вот, все будет стекать, можно даже сейчас соевым соусом просто сверху польем, еще туда, в жироприемник. Вот, и форсунки газовые не заляпает, вообще обалденно. Вот, рыбку вот так вот выкладываем. Она у нас сейчас как запечется, вообще будет обалденно. Жалко, конечно, костлявая какая-то попалась. Вот. Ну ничего, какая есть. Ну, к сожалению, надо в обед, конечно, это поздновато выходить на рыбалку, надо пораньше. Так, ну ладно, я остатки рыбы выкладываю, дальше уже покажу, как мы будем поливать ее соевым соусом. Белеет, сейчас мы аккуратненько польем соевым, а другую часть мы просто посолим, вот, потому что Лана не очень любит соевый соус. Она хочет просто солененькую. Ну, это тоже будет достаточно. О! О! Просто офигенно. Ребят, ну аромат шикардос. Я не знаю, насколько вкусная эта рыба. Вот, я такую никогда и не ловил, и не пробовал. Вот. Ну ничего. Я думаю, это не последний раз. Да, а вот эти кусочки сейчас мы ланочки просто посолим. Ну так, маленечко. С этой стороны. Так. И все, накрываем. Сейчас еще минут 5-10 ждем, и все будет готово. Стоп. Вот, смотрите. У меня есть специальные такие поводочки с двойными крючками большими, чтобы крепко держался. Раз пробил крючок. Вот, два пробил крючок. Грузик 200 грамм. И это все идет у нас на большой спиннинг. Все, открываем сброс. Сейчас вам включу, чтобы было слышно, как леска вниз пошла. Вот. Все. Так и оставляем. Как до дна дойдет, остановится, несколько оборотов еще сделаю. Вот. И будет нормалек. Единственное, конечно, лучше переставить, наверное, спиннинг этот на ту сторону. Вот, потому что нас носит противоположную, чтобы снасти не перепутались. Вот. Ну, в общем, вы поняли, как надо закинуть. Ребята, вот такой получился стол у нас. По-моему, бомба. Ну, здесь для ланочки только соли, здесь в соевом соусе. Обалденно. Ну, хорошо, конечно, заранее мы вымачивать, да, в соевом, хотя бы там 10 минут. Ну, вот. Но ничего страшного, я думаю, и так будет вкусно. Давайте я попробую, сейчас вам сразу скажу. Горячая. Ребят, рыба костлявая, но вкусная. Учитывая, что мы ее не вымачиваем ничего, у нее собственно вкус очень хороший, ну костей очень много. Вот. Но если аккуратненько выбирать, то вполне себе есть можно. Вот. Закушу все это ананасиком. Вот. Желаю вам тоже приятного аппетита. Мы еще сегодня половим немножко на джиг. Вот. Забросили кусок рыбы в воду. Не знаю, может что-то попадется. Если попадется, обязательно вам покажем. Вот. А если нет, ничего страшного. Увидимся в следующих рыбалках. Спасибо вам за просмотр. Всем хорошего дня, счастья, здоровья. Еще раз спасибо большое за подписки. Ребят, безумно приятно. Вот. Как вы видите, катер наконец-то появляется на канале «Лечу на рыбалку». Вот. Потихонечку буду вам про него рассказывать. На самом деле деталей очень много. Я пытался пробежаться, да, пояснить и так далее, но они всплывают в процессе просто рыбалки, вот, нюансов навалом. Вот. Начиная от глубин, не
знаю, заканчивая способом лова, наживками и так далее. Это просто масса информации, за один раз все не расскажешь. Ну, вот, поэтому буду рассказывать вам потихонечку. Вот, показывать и рассказывать. Все, еще раз всем спасибо. До новых встреч.